Здравствуй, дорогой зритель, рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня у нас на повестке дня The one who pulls out this world will be Crowned King. Да, тот, кто достанет, значит, этот меч из камня, будет королем. Ну, получается какая-то игра про короля Артура. Но сегодня королем будет не Артур. Ха. Да. Игра у нас бесплатная, игра неожиданно там залетела в топы продаж Steam. Ну, как бы в топы скачиваний, по сути, она же бесплатная. А в наши тяжелые времена именно такими играми, к сожалению, зачастую приходится довольствоваться, потому что вот эти вот костыли, чтобы обходить, вот эти блокировки платежей, это очень сложно, страшно, непонятно, вырубай. Поэтому мы сегодня будем доставать меч из камня, становиться королями. Чем? Да. Так, ага. У нас есть онлайн режим, получается, и офлайн. Да. Онлайн режим, что у нас тут, значит, подразумевает под собой? Меч длиннее, и его тяжелее что-то там. Его доставать тяжелее каждый раз, когда кто-то его, собственно, достает. Докажи, что ты король королей, а как бы не хер с горы. Я думаю, что мы с тобой поиграем в оффлайн-версию. Ну, собственно, просто я посмотреть сюда пришел, прикольно выглядело. Я король? Я вам король вообще-то тут. Так, что нужно делать? Можем смотреть по сторонам. Классный лес, классный меч. Сука. Значит, собственно, что меня в игре по большей части... Он уехал глубже в камень? Что меня... Остановись! Что меня... Буду тащить железо. Что меня в игре, значит, по большей части привлекло... Это ее, собственно, обзоры в Steam, где люди говорили, что нужен, сука, 8-метровый стол. 8-метровый стол, чтобы его, мать его, достать. Чтобы ты понимал, что сейчас происходит. Значит, я пытаюсь тянуть меч, но чтобы, короче, он не засовывался обратно, мне нужно не отпускать мышку. И, блядь, и не сводить мышку оттуда. Как это сделать? Звучит-то любопытно. Мне кажется, он глубже перестал уезжать. Так, мы чуть подняли. Я вот так вот аккуратно перемещаю мышку по столу. А ведь реально, если бы у меня был какой-нибудь просто 8-метровый стол и 8-метровый кабель от мышки, наверное, все было бы проще. Я бы просто взял бы и пошел с мышкой, сука, вокруг. По кругу главное не свести мышку в сторону, иначе мы меч уроним, насколько я понимаю. Вот в чем, сука, вся загвоздка. Загвоздка вся, вот, собственно, вот эта. Я уже ненавижу эту игру. Мне хочется моргнуть, чихнуть, отпустить, собственно, зажатую мышку. У меня вспотели ладошки, а все только начинается. Так. Мы аккуратно поднимаем меч, продолжаем. Слушай, и, наверное, стоит изначально тянуть за самую нижнюю точку. Потому что чем дальше в лес, тем будет хуже. Нужно... Слушай, я его, по всей видимости, могу еще... я могу еще его обратно. Та-т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 а. Сука. Ладно. Мы с тобой не сдаемся. Кто тут настоящие короли? Только мы с тобой в поле, тут вдвоем. Два дурачка, которые пытаются достать меч. А может и больше, чем два. Вдруг там сейчас на том конце провода сидит целое семейство
и очень дружно смотрит на мои потуги достать меч из камня. Очень дружно мы вместе пытаемся. Слушай, когда я замираю, по ощущениям, как будто он чуть-чуть обратно начинает очень медленно ехать. Очень и очень медленно, но все равно как бы обратно. Все равно. Слушай, кажется, у нас получается с тобой что-то. Начинает играть какая-то музыка. Слышишь? Нас уже готовы короновать. У меня палец начинает съезжать с мышки, и это плохо. Это наверное, очень плохо. Просто если он сейчас съедет в сторону, не дай... Ой-ой-ой, опасно. Не дай бог, палец съедет в сторону. Не дай бог, мышка дернется за пределы мяча, и придется начинать все сначала. Хотя я искренне надеюсь, что может быть нет. Но если учитывать тот факт, что как бы это... По-моему, перестал. А, нет, все еще двигается. Что это как бы есть весь геймплей этой чудесной игры. Чем-то напоминающий мне симулятор вот камня, дерева, там, не знаю, что-то подобного, где ни хера не происходит, но вроде как что-то и происходит. Вот, то, сука, он упадет полностью. Как только я сейчас ошибусь, он упадет полностью, это будет грустно. Потому что я же его почти достал. Мне интересно, он как бы тут вот, собственно, просто вот... Ай-яй-яй, было некомпетентно это. Ну и что? Сделай вид, что ты этого не услышал. Так вот, интересно мне, собственно, что? Интересно мне то, что вот, значит, меч, он тут... Какой формы? Меч какой формы? Меч в форме конуса, собственно, да? Либо же в форме... Ну, там есть в конце такое заострение, вот это вот, ну, как надо, чтобы он был и рубящим, и колющим. Чтобы все было хорошо. Знаешь, так страшно. Сука! Так вот, после того, как, значит, у нас случилась техническая неполадка, ты, может быть, что-то там упустил, тебе показалось, что меч упал. Показалось. Просто мы достали меч и начали игру заново. А все остальное это лишь иллюзия. Так вот, нашел я что? Нашел я прекрасное место, чтобы тянуть за меч, потому что лезвие больше не внушает мне доверия, а тут есть некий разброс, есть, так сказать, большая область, собственно, сохранения, да, сохранения нашего прогресса. Собственно, самая широкая часть меча. Да, скажешь, сказал, я отвечу да. Вот, правильно, наверное. Ну, как бы, чисто вот, ну, с точки зрения логики жизненной, жизнеутверждающей логики, правильным было бы тянуть меч вообще как бы за рукоять. Но тянуть меч за рукоять — это самая узкая часть меча. Ты меня не это, как бы, не вот это вот тут не обманешь. Так вот, ты меня не обманешь. Да, не обманешь. Я знаю, что меч, застрявший в камне, гораздо разумнее тянуть вот за вот эти вот желтенькие штучки, за которые мы, собственно, сейчас и тянем. Во-первых, потому что у нас, да, как бы, можем нормально приложить сразу два рычага, а не один, это во-первых. А во-вторых, мы с тобой можем что? Правильно. Во-вторых, мы с тобой можем... Кто-нибудь двигал? Ты двигал хоть раз в жизни холодильник? Ответь мне. Ответь мне, двигал холодильник хоть раз? Вот так же и мы этот меч достаем, знаешь, так, сбоку на бок. Зато мы точно его достанем. Да, с такой тактикой. И мы не будем в рядах тех, кто такие типа, слишком тяжело, меч застрял в камне, какой дурак вообще засунул меч в камни. Мы знаем, что за дурак. Старый маразматик Мерлин, по-моему, а может и не он.
Я, скорее всего, сейчас не прав. Ты меня поправь, потому что, возможно, ты знаешь об этом чуть-чуть больше. Вот. Но мы именно поэтому, мы с умом подходим. Король в первую очередь должен быть не просто сильным человеком, да, не просто человеком с какой-то неимоверной усидчивостью и силой воли, чтобы достать этот сраный меч из камня. Господи, какой же он, мать его, длинный. Король должен быть умным. Он должен уметь передвинуть, мать его, холодильник. Потому что если король не может передвинуть холодильник, зачем вообще кому-то нужен король, который не может передвинуть холодильник? Логично. Снова заиграла музыка. Ты слышишь? И она усиливается. Я чувствую, что чем быстрее музыка, тем ближе мы к, собственно, победе, к выигрышу. Мы ближе к тому, чтобы стать великим коронованным королем королевии. Посмотри, там бабочка, там же баба. Это что? Получается, мы станем Линком из Зельды? Я думал, я буду королем Артуром, а не Линком из Зельды. По крайней мере, надеялся. Как-то гораздо приятнее править настоящей страной, нежели вымышленной. С другой стороны, учитывая нынешнюю настоящесть, реальность, скажем так, лучше уж жить в вымышленной стране, где дети требуют третий раздельный туалет, потому что в женский и мужской не хотят, они хотят лотки, чтобы правильно, чтобы ходить в лоток, потому что животные должны ходить в лоток. А фури кто? Фури, правильно, человека-люди, людо-человеки. Как же, ты бы просто сейчас, если бы видел, насколько я неудобно сижу, я сижу вот такой сгорбленный урод просто Квазимода, и одной рукой я держу коврик, который из-за вот этих моих усиленных вжиманий мышку в него успевает смещаться чуть-чуть. Все равно он смещается. Вот просто так он не смещается, а тут он смещается из-за того, что он просто... Что ты стараешься, чтобы все было хорошо. Все было хорошо, но в любом случае хорошо и ровно как-то не очень-то и получается. У меня такими темпами скоро начнется какой-нибудь тремор. Да что? Что там за меч? Он больше меня уже ростом. Почему я карлик? Давайте начнем с этого. Что, король карлик? Зато умный. Ладно, зато умный. С одной стороны, карлик, зато умный. Не важен, да, рост человека. Вон, Наполеона кто-нибудь помнит? Все помнят Наполеона. Был, между прочим, очень довольно-таки великим просто правителем, пока не начал эти свои приколы, довольно-таки успешно правил страной. Вот. Кого еще можно привести в пример? Людей не очень-то высокого роста. Не, ну слушай, этот меч либо 2 метра, либо я не просто невысокого роста, а прям вот гном. Вот, кто у нас еще не то, чтобы прям вот самый высокий в мире человек? Уважаемый Владимир Владимирович, тоже не очень высокого роста, но как правит? 20 лет уже правит, между прочим. Это надо уметь. Вот да. А мы к этому и стремимся, судя по всему. Мы стаптываемся специально и достаем меч стоптанными, чтобы наверняка стать королем. Слушай, а дело-то пошло. По-моему, он начал медленнее доставаться. По-моему, то, насколько быстро я провожу мышкой из одного конца коврика в другой, вообще никак не влияет. Да господи, что это за меч? Теперь я чувствую себя не просто Может быть, я уже давным-давно его достал? Нет, я слышу еще звуки, как он до сих пор достается. Я слышу, и чтобы ты понял, вот я сейчас уже вспотел, пока это делал. Мне хочется изменить позу.
ботинка залилась в глаз, а при этом одна рука двигает мышку, а вторая держит коврик. Это адская игра, я не знаю. Типа, вот объективно, тут, наверное, было написано целых 4 строчки кода, собственно, вложено в сам геймплей. UI, с UI больше заморачивались, да, как бы в плане его создания, чем с самой игрой. Но это любопытно, мне интересно, вот ради чего все мои страдания, да? Почему игра так неожиданно, ее так много людей скачивает, много говорит людей, что игра как бы хороша? Цель какова? Что это? Это уже не меч. Ай, секунду. Ой-ой-ой-ой. Это уже не меч. Нужно аккуратно придвинуть коврик обратно, потому что он уехал, даже при учету, что я его держу. Вот. Либо эти люди просто хотят, чтобы, ну, раз они страдали бесцельно, то пусть и другие страдают. Либо в конце действительно что-то стоящее произойдет. Опасно было. Вот. По-моему, он собирается улететь. Его воруют инопланетяне. Я вот его тащу. На самом деле это не я его тащу. На самом деле это инопланетяне. Его просто уносят куда-то вверх. В небеса вытягивают его своими вот этими вот лучами, зондирующими лучами, сразу просто пацаны тянут, не дотянули. И вот мы с тобой, дружище, снова здесь, снова с помощью Божией, инопланетной, вот этой вот всей, мы продолжаем тащить этот гигантский просто меч, гигантский. Я чувствую себя Динь-Динь, которая достает меч Питера Пэна. Маленькая беззащитная Динь-Динь, бедная девочка, достает гигантский меч Питера Пэна. Да, когда-то давно мне попался мультик подобного содержания. Сказать, что я был расстроен, что это не то, чего я ожидал от меча Питера Пэна, ну, не то чтобы сказать, что я был расстроен увиденным. Возможно, я был расстроен, что сначала я увидел меч Питера Пэна, а только потом Динь-Динь, который этот меч достает и кладет его в ножны. Уже в те ножны, которые полагается. Но, собственно, да. Собственно, имело место быть такой прецедент в моей жизни. Меч реально гигантский. Слушай, у меня вот и всего один вопрос. Мы когда этот меч достанем? Когда он коснется небес? Я вот искренне не понимаю, что, блин, происходит. Знаешь, что самое стрёмное? Что, типа, ты не можешь его перехватить. И вот сейчас уже я постепенно начинаю даже, может быть, жалеть о том месте, да, которое я выбрал для того, чтобы взяться. До текущего момента оно меня полностью устраивало, а сейчас оно прям какое-то очень узкое. Мне не очень понятны, сука, границы, да, в которых мне можно двигаться или нельзя. Мне вообще ничего не понятно, почему, да, господи, смотри, он реагирует на прям такие малейшие движения, чтобы ты понимал, я думал, что он опять упал, я достал, а куда вы? Ёб твою мать, что он такой гигантский? Ха! Кто король? Я король, король, я настоящий король. А меч-то, сука, меч возьмите. Я его сейчас обратно затолкаю. Ёб твою мать, посмотри, какой он длиннющий. Какой дебил затолкал такой гигантский меч туда. Ля, все, едем флексить. Празднование в честь меня. Даже крысий король сказал, что все, новый король сюда пришел. Новый король здесь. Новый король, королевства. Новый король нового королевства бабочек. Да. А чё, лошадей нет у вас в королевстве? Все лошади... Ля, как стильно. Слушай,
Вот, это, я считаю, истинная награда за то, что мой коврик мокрый, прям вот насквозь, за все потраченные нервы. Крыса укусила мужика, всем это понравилось. Чувствую я, что мое правление будет недолгим, потому что после того, как крыса укусила того мужика, возможно, в королевстве начнется чума. И все скажут, что это, сука, я виноват. Что вот был богоизбранный мой предшественник, вон тот вот мужик, позеленевший, посеревший. Что у него с лицом? А, нет, все нормально вроде у него с лицом. Вот, а теперь я и чума, и все из-за меня. А я могу сам? Нет, не могу. Слушай, а чё ты, мудак старый, вот таким маленьким мечом орудуешь, а не вот той херовиной из леса, а? А, повязали? А за что так жестоко? Не, ну, пацаны. Ну, как бы, ладно. Все понял. Понял. Меч больше не достаем. Из камня. Так, указ, новый указ. Короля нельзя, сука, обезглавливать, если какой-то уродец достанет меч из камня. Ля, как быстро все поменяли. Я лес? А почему там не мой портрет, а портрет леса? Моя жена. А ну повернись. А ну смотри на меня. Кальмарчиков пустили друг другу в рот. Нормально. Чё там? Ой-ой-ой. Слушай, это подруга. Я достал очень длинный меч. Но может ты... Давай подумаем. Ты вообще зачем сюда? А, ладно. Ой. Твою мать. Я думал, что мое правление только что закончилось. Было очень неожиданно. И титры. Да, игра недолгая, весьма скоротечная. Но я думаю, что она по-своему прекрасна. Она заслуживает твоих полчаса времени вечерочком, если вдруг ты посчитал, что как бы недостаточно тебе в жизни недостаточно тебе херни какой-то. И хочется пострадать, поиздеваться над собой, поуничтожать свои нервные клетки, стать королем на худой конец, да, посмотреть, как убивают его предшественника, который придумал какой-то тупейший прикол с 8-метровым мечом в камне, вот, то эта игра для тебя, и я думаю, что каждый найдет мне что-то свое. А на этом мы с тобой заканчиваем, да. Рад был с тобой слышаться. Значит, на этом конце был Гример, на том конце был ты или вы, неважно, сколько вас там сейчас. Главное, что вы рады тому, что это закончилось, как и я. Вот. А пока что вы можете перейти по ссылочкам в описании, там вот это вот все прокликать, поставить лайк, подписаться на канал, если еще не подписан, написать комментарии на тему того, что это за херня только что происходило. Увидимся в новых сериях.